Я убеждена, что нам, женщинам, кто находится в положении, крайне важно слышать примеры позитивных родов, потому что для многих роды это что-то ужасное, страшное, невыносимое. Я так не считаю, я прожила другой опыт легких, комфортных родов, и я считаю важным этим поделиться, вдохновить других женщин своим примером. Поэтому слушайте, сегодня буду рассказывать про то, как это было. Мы приехали, акушерка пригласила меня на гинекологическое кресло, и как только я в него села, околоплодные воды излились, и она говорит: запоминай сегодняшнее число, 24 октября, сегодня ты родишь сына. Мне поставили катетер, я очень не люблю все, что связано с уколами, и поэтому, когда я видела вот эту вот иглу, которая находится у меня в вене, мне было так неприятно, и я сказала, чтобы мне перемотали катетер так, чтобы я вообще не видела вот этого входа иголки в мое тело. Короче, это было некомфортно, вот катетер мне вообще не понравился, но сказали, что это было необходимо. Сделали на живот какие-то штуки, одна штука, которая проверяет биение сердца малыша, вторая, которая оценивает интенсивность схваток. Ну и, в общем, с таким вот ассортиментом в вене на животе я начала рожать. Когда я приехала в роддом, у меня было раскрытие шейки матки на 4 сантиметра, и спустя какое-то время постепенно это раскрытие увеличивалось и увеличивалось. Я проживала схватки через пение, если это можно так назвать. Витя мой сказал, что это вообще выглядело как какое-то изгнание, сеанс экзорцизма, потому что я поняла для себя, поймала волну, что если я во время схватки пропеваю, даже не прокрикиваю, а именно пропеваю какую-то букву, мне становится проще. Это, например, буква У. И я вот сидела на родильном стульчике, мне принесли такой стульчик, который позволил нашему ребенку опуститься чуточку быстрее в родовые пути. И на этом стульчике, раскачиваясь и немножко ударяясь головой об стену, мне почему-то было важно вот создавать вот этот ритм, я пропевала какую-то букву, например, там и это пропевала ее, пока длилась схватка. И очень важно во время подготовки к родам я запомнила, что нельзя напрягать лицо, и то есть те моменты, когда у меня зажимались брови, я такая: так, что я делаю? Надо расслабить лицо. И если бы была возможность посмотреть на меня со стороны, то вы бы увидели, что во время схваток у меня было расслабленное лицо, хотя на самом деле в какие-то моменты хотелось скрючиться от волны, от интенсивности волны схватки, но я этого не делала и считаю, что мне это помогло комфортно прожить роды без каких-то плохих последствий. Вот, поэтому пропевание букв – это прям вообще супер рабочий инструмент. В моем случае он классно сработал. Я иногда в промежутках между схватками, когда организм дает возможность отдохнуть, даже такая думала: так, какую букву я сейчас попробую попеть? Букву там и там сейчас будет буква О. Не знаю, короче, это было классно, это работало. Но, конечно, я познала таинство природы, таинство родов. Конечно, в этом мало приятного, но хочу сказать, что все-таки немножко, наверное, роды демонизируют, потому что в целом это тот опыт, который можно пережить, и тот опыт, который можно пережить комфортно. Комфортно. Нелегко, но комфортно. Отдыхаешь между схватками? Минуту будет не очень. А он уже разгоняет. Да. Сейчас будет тебе весело. Так вот, когда раскрытие стало уже 10 сантиметров, меня начало клонить к полу. Мне давали, кстати, полную свободу передвижения. Никто мне не говорил, что обязательно нужно лежать на вот этой вот кушетке гинекологической. Нет, я могла спокойно передвигаться, но мне было комфортно сидеть на кресле, на вот этом стульчике для родов. И когда раскрытие было уже большое, меня прям поклонило к земле. Мне прям захотелось встать на четвереньки, меня начало тужить. Тужить – это, знаете, такое состояние, когда будто бы ты хочешь сходить по-большому, но врачи понимают, что это первый сигнал того, что ребенок становится в родовые пути и вот-вот будет готов уже выходить на свет. Вот, собственно, я
почувствовала эти ощущения, меня спрашивали, хочешь ли ты как будто бы в туалет? Я говорю, да, прям тужит. И меня резко посадили на кресло. В этот момент в комнату вбежало большое количество людей. То есть если схватки я проживала вместе с моим мужем, он был в комнате, вместе с Анной, которая сопровождает меня в родах, нас было всего 3. Была приглушенная атмосфера, было темно в комнате, было очень тихо. А в сам момент, когда уже были потуги, когда необходимо было, собственно, пропихивать ребенка, чтобы он вышел на свет, вбежало человек, не знаю, 8-10, и меня, честно говоря, это очень напугало. И вот здесь тоже обращаюсь к себе в прошлое, какой бы совет я себе дала. Я так много изучила информации, как проживать схватки, но я совершенно не была готова к моменту, когда необходимо тужиться, вот как бы ребенка и завлекать из себя. Я здесь прям растерялась. Я поняла, что я думала, что этот период длится минут 10, что он вообще быстрый, незаметный, и вообще нет смысла к нему готовиться. Но именно этот момент меня сильно напугал, я не была к нему готова. Мне говорили, как мне сейчас нужно дышать не в лицо, а в живот. И в момент вот этой агонии, особенно если ты не подготовился к этому, я вообще растерялась. И я говорю, я потеряна, я испугана, я не знаю как. Мне говорят, остановись, ты дышишь в лицо. Я говорю, я не знаю, как дышать в живот. Короче, это была, наверное, пик, это была самая эмоциональная минута, самый эмоциональный период во время родов, когда я прям реально испугалась. Вот эти, наверное, 10 минут стали для меня самыми шокирующими. И если бы я подготовилась к тому, как тужить, то, наверное, роды были бы прям 10 из 10, супер крутые, а так потуги меня очень сильно напугали. Вот, соответственно, готовьтесь к этому моменту, девчонки, как тужить, как оказалось, это важно. Так вот, я тужила в лицо, пыталась договориться с собой внутри себя, старалась остановить эту агонию и вела такой короткий внутренний диалог, насколько это было возможно, потому что в этот момент, это действительно был пик такой растерянности. Акушерка кричит: давай, тушь. Здесь люди, стало резко светло, и я понимаю, что сейчас в скором времени появится ребенок, и мне дико страшно. Но, короче говоря, мне сделали небольшой надрез, как он называется? Какой-то надрез мне сделали, это было больно, я не ожидала, вот, и, собственно, после примерно 3 или 4 потуг, довольно-таки быстро, вышел наш малыш. Это был очень эмоциональный, сильный момент. Ох, я аж прям сейчас даже его вспоминаю, прям аж хочется плакать, потому что, представляете, вот так 9 месяцев ты с этим человеком делишь один общий кислород, общую кровь, ты его снабжаешь едой, даришь ему жизнь, находишься в каком-то контакте, и вот ты сейчас его увидишь. Господи, это было прям супер эмоционально. Малыша выложили мне на живот и положили его почему-то ко мне как бы спинкой, то есть я видела его шею, и он такой маленький, он такой вот прям беззащитный. Я очень боялась взять его, тем более я знаю, что детки тогда еще не держат голову. И вот он лежит, и мне говорят: а что ты его не берешь, что ж ты его не развернешь себе? А я понимаю, что мне просто страшно ему навредить. И я вот так вот криво-косо как-то его поворачиваюсь к себе, чтобы увидеть лицо, потому что, конечно, интересно вообще, на кого он похож, как он выглядит, мой сын. И вот как бы так криво-косо я его поворачиваю, смотрю в эту опухшую мордашку. Малыш у нас родился чудесный вообще. В плане такой, знаете, прям сразу пупс с волосиками, не была сплющена голова, сразу головка такая ровненькая, по весу, по росту такой стандартный, хороший, здоровый малыш. И вот смотрю я на это чудо, у меня, конечно, внутри такое состояние и облегчение, и одновременно страха, и эйфории, и любви, и вообще такого чувства того, что как бы будет дальше. Это был такой коктейль эмоций, что вообще просто не передать словами. И отпульсировала пуповина.
Я не знаю, не помню, как все это было дальше. Помню, что когда пуповину вытаскивали, и знаете, было такое ощущение, что это как фокусник, который из шляпы достает вот эти вот свои прибамбасы, какие-то шарфики. Вот такое же ощущение было, когда из меня доставали не пуповину, а послед. Вот. И, в общем, в тот момент официально роды закончились, послед вытащен, пуповина отпульсировала. Кстати, мы с мужем, готовясь к родам, приняли решение, что мы заберем стволовые клетки и будем хранить эту кровь в банке для того, чтобы в будущем, если будут какие-то проблемы со здоровьем, эта кровь, она позволяет как-то хорошо повлиять на организм. Не знаю как, у меня не спрашивайте, я не доктор, но мой муж доктор сказал, что это сделать стоит. Мы с Витей сегодня в необычном месте. Мы пришли оплачивать хранение стволовых клеток в компании BioCell. Представители этой компании приехали во время родов и забрали кровушку, которая была взята из пульсирующей пуповины. Да, простите за подробности, но говорят, что это крайне полезная штука. Эти стволовые клетки, это кровушка, которая была взята во время родов. В общем, мы идем ее оплачивать и продлевать аренду на 5 лет в банке по хранению этой крови. И каждые 5 лет будем ее продлевать. Надеюсь, она нам никогда не понадобится. Но если понадобится, то она, собственно, будет отправлена в любую точку мира из офиса BioCell. Неприятным моментом стало, когда доктор меня подшивала уже в самом конце, и я это тоже чувствую, и такая думала, господи, когда это все закончится. И могу сказать, что вот то время, когда роды начались, это примерно в 17-20, и сына Петю я родила в 21:10, то есть, довольно-таки быстро прошли роды. Наверное, 95% этого времени я провела с комфортом. Это было комфортно. Единственное, меня напугали потуги. И напугали только по той простой причине, что я не подготовилась к ним. Этот раздел я особо не изучала, а стоило. И возвращаясь назад, ретроспективно мне стоило это сделать. Подготовиться к потугам. Ну вот, собственно, все. Золотой час был выдержан, малыша оставили у меня на груди, он там начал искать титю, его после этого унесли, сделали необходимые замеры, оценили нашего малыша на 9-10 из 10 по шкале вот этой оценки здоровья детей, мы были этому рады. И, в общем, на этом моменте нас отвезли в родовую палату, где мы находились 3 дня. И с того момента начался капец, потому что я совершенно оказалась не готова к тому моменту, когда у меня появится малыш. Я это сильно романтизировала, мне казалось, что малыш это что-то красивое у тебя в ручке, и ты такая вся мамасита, гуляешь с колясочкой, вся такая при параде, накрашенная и отдохнувшая, потому что все эти ваши колики, газики, все это фигня, с хорошим настроем я справлюсь, думала я и мой муж. Мы были убеждены, что мы сможем хакнуть эту систему, и что наше родительство будет легким и комфортным. И мы еще всем покажем людям, что бессонные ночи, все это херня, мы спим. Ничего подобного. Это оказалось очень для нас сложно, неожиданно. Мы были в полнейшем шоке, когда малыш появился, когда он начал плакать, когда было необходимо менять ему подгузники, подмывать его. Такие вот бытовые вещи меня лично шокировали. Я прям боялась ему навредить. И даже вот этот пупик, который, у него еще не отсох, даже этот факт меня пугал, как бы натянуть подгузники так, чтобы не задеть этот пупик. Короче, на каждом этапе взаимодействия с малышом меня что-то пугало, плюс еще психологическая адаптация. Принять факт того, что все, я стала мамой, что теперь я несу ответственность еще за кого-то, это действительно сложно. И я не знаю, нужно быть каким-то супергероем для того, чтобы родить первого малыша. И такая, я знаю, что делать, я совсем справлюсь. Не знаю, по-моему, это невозможно. И действительно необходимо прям потратить время на психологическую адаптацию. Она у нас закончилась, по ощущениям, только, наверное, к 1-му месяцу жизни ребенка. Это, наверное, тот момент, хотя бы мы немножко начали ориентироваться в
в днях, какой день, какой месяц, какое число, а до этого это вообще какой-то фестиваль тревоги и страха не навредить малышу. Вот. Поэтому, какой здесь я могу дать вывод? Во время беременности находить время готовиться к тому, а как я буду ухаживать за малышом, а как я буду его кормить, как я буду ему мыть попку, как я буду помогать ему выводить газики и так далее. Это очень важная информация. И для меня момент, когда малыш родился, стал более стрессовым, чем сами роды. Поэтому, Наташа из прошлого, если бы я могла к тебе обратиться, готовься к рождению малыша. Это очень-очень важно, это сэкономит огромное количество нервов. Основные выводы, которые я для себя сделала. Готовясь к родам, очень важно слушать позитивный опыт женщин, которые рожали, не слушать негативный опыт. Если приходят люди со своими плохими историями, говорить о том, что «сори, сейчас это слушать не готова, давай, пожалуйста, после того, как я рожу. Сейчас мне очень важен хороший настрой, что у меня все пройдет хорошо». Это первый вывод. Второй вывод – не вмешиваться в законы природы, если на то нет необходимости, если того не требуют медицинские показания. Соответственно, я отказалась от эпидуралки, у меня были полностью естественные роды, и, как мне кажется, по этой причине они прошли легко и комфортно. Просто знаю, что некоторые мои подружки, кто решил вколоть себе обезбол, по итогу это принесло за собой ряд сложностей, которые порой заканчивались кесаревым, хотя девушка могла родить естественным путем. Короче, я сейчас стала адептом естественных родов, потому что они у меня прошли хорошо. Вот. Третий вывод – это подготовиться заранее с точки зрения помощников. Мы с мужем нашли повара, который готовит нам еду, нашли уборщицу, которая прибирается у нас дома, нашли массажиста, который раз в неделю приходит к нам и делает нам массаж для того, чтобы наши плечи не затекали. Нас в Аргентине сопровождал человек на всех этапах взаимодействия с роддомом, с разными бюрократическими моментами. Это переводчик и такой помощник нам по Аргентине. Что еще? Ну и, собственно, все. А еще у нас есть инструктор по йоге, который сейчас после моего восстановления помогает мне вернуться в хорошую физическую форму. Поэтому это такой третий вывод. Не бояться делегировать, не бояться просить помощи у других людей. Но если вы, как мы, оказались в другой стране, где нет бабушек, дедушек и так далее, то найти помощников за деньги, если такая возможность есть. Это очень классно и удобно. Четвертый вывод – это партнерские роды. Они крутые, и без моего мужа я, наверное, чувствовала бы себя более потерянной, испуганной, а так он был рядом, и мне от этого было очень хорошо. В момент схваток я была спокойна и проживала их с комфортом. Далее нужно изучить про то, как проходят схватки, как на физиологическом уровне, что происходит с телом, как правильно дышать во время схваток, как их проживать, с каким настроем, с какими мыслями важно их проживать. Даже важно использовать такой набор слов верный. Лучше избегать слов «боль». Вместо этого говорить «волна». Не говорить о том, что схватка была там невыносимая. Лучше сказать, волна была яркая или схватка была яркая. То есть вот даже такая подмена слов, синонимичная, но с позитивным контекстом, она делает очень хороший настрой в голове. И, конечно, помимо того, как проживать схватки, важно изучить, а как проживать потуги, как в потугах дышать, сколько они длятся и так далее. Я этого не сделала, поэтому не повторяйте мой опыт. Ну и финальное, самое главное. За 9 месяцев можно найти время для того, чтобы изучить, а как ухаживать за малышом, как кормить грудью. Я также эту информацию не изучала и сейчас немножко об этом жалею, потому что если бы я к этому подготовилась, то сэкономила бы большое количество нервов, и, может быть, адаптировалась к малышу чуточку быстрее.
Ну и последний вывод. Рожать в Аргентине круто. Буэнос-Айрес шикарный город. Здесь прекрасное отношение к рожающим женщинам у медицинского персонала. Никто меня не склонял к тому, чего я не хотела. Ко мне относились с большим трепетом и уважением. Роды прошли с точки зрения такого человеческого отношения круто. И что касается уже моего состояния мамочки, когда я гуляю с Петей здесь, аргентинцы всегда обращают внимание на моего малыша, говорят: «О, бебе, о, чикито». Они восхищаются им, умиляются, и очень приятно находиться в этом обществе, где к твоему ребенку расположены, где нормально отнесутся к его истерике, к его крику. Поэтому находиться в Буэнос-Айресе молодым родителям очень комфортно. Так что всем рекомендую, если такая у вас возможность есть, обязательно ей воспользуйтесь. Нам здесь очень понравилось. И если у нас будут дети вторые, третьи, то я бы, наверное, повторила этот классный опыт здесь, в Аргентине, либо в какой-то другой стране. Итак, по поводу цен. $1600 мы заплатили доктору и акушерке. Это, кстати, такой бюджетный вариант. Клинике заплатили $1100. $500 стоит эпидуралка и кесарево. Можно это покупать по отдельности. И $2900 мы заплатили за сопровождение в Аргентине от А до Я. От встречи в аэропорту до создания документов ребенку. Тем самым $5600 вышло все это удовольствие. И если вы решите повторить наш путь, но захотите сэкономить, можете сделать все то же самое без сопровождения, выйдет вам это значительно дешевле. Вот, такие дела. Такая красивая Аргентина. Ну и самый главный кайф родов в Аргентине — это то, что у вас есть возможность получить второе гражданство. На данный момент наш Петр официальный гражданин Аргентины, пока у него нет гражданства другого, российского, а мы, как родители, по ускоренной программе это гражданство также получим. Я считаю, что это потрясающая возможность в современном мире в 2023 году для россиянина, который этой возможностью, ну, просто грех не воспользоваться. И мы этой возможностью воспользовались. Спасибо огромное, что дослушали мою историю родов до конца. Получилась история такая личная. Надеюсь, что она вам откликнулась. Кого-то из вас она вдохновила, кого-то она успокоила. Поэтому тем, кто находится в интересном положении, желаю комфортных родов. Спасибо большое за ваше внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, у кого тоже был позитивный опыт рождения малыша, напишите, пожалуйста, в комментариях про свой опыт, будет очень интересно почитать. И увидимся в следующих видео уже по теме собеседований, по теме HR. С вами была Наталья Ефремова, всем пока-пока, и от нашего аргентинца тоже всем пока-пока.